чем обращаются в прокуратуру? В надзорные органы подаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие информацию о нарушении законов, часть 1 статья 10 Закона о прокуратуре. Подать их могут как граждане России, так и иностранные граждане или лица без гражданства. Обращения рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные инструкцией о порядке рассмотрения обращений. Приемы граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденный приказом Генпрокуратуры России от 30 января 2013 года номер 45, далее инструкция, а также федеральным законом от 2 мая 2006 года номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, далее закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Обращение может иметь следующий вид. Жалоба, просьба заявителя о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов. Заявление, а точнее просьба лица о содействии в осуществлении прав и свобод или сообщение о нарушении законов, а также недостатках в работе или даже критика органов власти и должностных лиц. Предложение, то есть рекомендации заявителя относительно совершенствования законов или деятельности органов власти, развития общественных отношений, улучшения взаимодействия государства и общества. Ходатайство, то есть просьба заявителя о признании определенного статуса, прав или свобод. Основаниями для обращения в надзорные органы согласно пункту 2.1 инструкции являются нарушения законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, статьи 26 и 27 Закона о прокуратуре, интересов общества и государства. Обращение может содержать заявление о нарушении прав на медицинскую помощь и охрану здоровья, социальное обеспечение избирательных, трудовых, жилищных и иных прав и свобод человека и гражданина. Адресуют надзорным органам жалобы на пристава или налогового инспектора, полицию, на органы власти и должностных лиц, работодателя, касающиеся несоблюдения норм трудового законодательства, нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, нарушения со стороны застройщиков, нарушение законодательства о защите прав потребителей, администрацию коммерческих и некоммерческих компаний, общественных, религиозных и иных организаций. Обратиться в надзорные органы можно как индивидуально, так и коллективно, то есть совместно двум или более лицам. К коллективному относятся также обращения, принятые на собрании граждан или в ходе митинга и подписанные их организаторами или участниками, подпункт 6 пункт 1.9 инструкции.